Август неумолимо подходит к своему завершению. Осталось 2 недели до того, как наступит сентябрь, и там мы уже увидим долгожданное обновление до eFootball 2025. Как и всегда, конкретики от Konami крайне мало, хороших новостей от них также немного, и все это сопровождается своими перестановками внутри студии. Поэтому давайте все это дело сегодня обсудим, устраивайтесь поудобнее, поддержите это видео своими лайками и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. С 15 августа киберспортивная организация PSMakers открывает регистрацию на новый сезон соревнований по eFootball в режиме игры Coop. Еще в начале лета они создали Coop-пространство, своего рода площадку, при регистрации на которой создается портфолио каждого игрока, и далее есть несколько вариантов для вступления киберспортсмена. Вариант как свободного агента, если игрок без команды, и вариант как игрока в определенной команде. Свободные агенты могут быть вызваны в готовые команды в качестве замены, либо в процессе товарищеских сборов организовать свою собственную команду и зарегистрироваться в любой проходящий турнир Coop-пространства. Если это вас заинтересовало, то необходимая ссылка ожидает вас в описании и в закрепленном комментарии, а также дополнительную информацию ищите по следующим тегам. Начнем с того, что еще на прошлой неделе Galvani анонсировал некоторые интересные новости в комьюнити eFootball. Было 2 отдельных анонса, которые друг с другом никак не соприкасаются, но тем не менее успели разжечь некоторый огонек среди игроков. Обещанное в рамках первого анонса мы увидели в прошедший четверг, когда Konami в лишний раз рассказали о том, что в 25-й части обнуление прокачки футболистов станет бесплатным, и также появление Эндрика в eFootball. Как раз таки вот эти две вещи, скажем так, и стали теми самыми новостями, о которых Galvani говорил в одном из твитов, в то время как второй твит был посвящен какой-то бомбе, которая касалась уже не столько самой игры, сколько комьюнити eFootball-PES, то есть он отметил именно 2 игры. И в начале этой недели стало известно о том, что студию Konami покидает бренд-менеджер по Латинской Америке Робби Рон, возможно, некоторые из вас его до сих пор помнят, поскольку время от времени он светился в наших роликах, также мы говорили о нем в соцсетях, конечно, крайне редко, особенно после релиза eFootball, но некогда, во времена PES, этот человек был связующим элементом между игроками и непосредственно разработчиками. После того, как вышла eFootball, его роль немножко так подуменьшилась, но тем не менее он светился да тут, да там, и время от времени сам что-то где-то рассказывал. И как раз таки в начале этой недели стало известно о том, что он свой пост покидает, и с высокой долей вероятности переходит к команде разработчиков, которая ответственна за Football Manager, скажем так, от одной футбольной игры к другой. И как-то ни странно, это и есть та самая бомба, которая относится к комьюнити eFootball-PES, о которой и говорил Ренан Galvani. Так или иначе, мы столкнулись с 2 проявлениями 2 ранее заявленных анонсов, и не сказать, что хотя бы один из них хоть как-то порадовал или привнес что-то необычное. Поскольку все эти бренд-менеджеры, люди, которые ответственны за работу с общественностью, они по большей части особого контакта между игроками и разработчиками не выстраивают. Они зачастую являются говорящими головами, и зачастую им приходится говорить какие-то стандартные фразочки на все вопросы со стороны игроков. А поверьте мне, когда у нас около года или даже 1,5 лет назад появился один новенький человечек, а это Хал Спарк, если кто его еще помнит, то зачастую его сыпали теми самыми вопросами: когда будет карьера, когда уберут гандикап и многое-многое другое. Бедолага за все это дело не ответственен, но тем не менее именно ему и приходилось тогда отдуваться. И по итогу он свернул свою деятельность и больше в Твиттере не обитает. Но и не из-за этого, конечно, а по причине самих Konami, но он все еще продолжает работать на них. И не так давно, вместе с уходом того же Робби Рона, он как раз таки получил повышение. Что в лишний раз говорит о том, что у Konami происходят какие-то, может быть, не самые глобальные, но тем не менее заметные передвижения. Скажется ли это хоть как-нибудь на eFootball? Может быть. Но станет ли после этого взаимосвязь с разработчиками и игроками лучше? Я сомневаюсь. Ну и в общем-то как-то вот так. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Как и всегда, призываю поддерживать вас это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. Также не забывайте про наши Telegram и ВКонтакте, ссылки на которые также присутствуют в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!